Всем привет! Сегодня пойдет речь о Градиштанском каньоне. Очень часто в наших видео Дивногорица, Зеленый верх, например, вы могли наблюдать захватывающие картины скал, туннели, пронизывающие горы. Я всегда проезжала, любовалась, настолько они притягивают своей красотой и неприступностью, и всегда думала, что нужно обязательно забраться и посмотреть сверху. Я разглядывала карту, маршруты на них есть. Даже есть одна смотровая площадка. Высота небольшая, максимально 600 метров. И вот в одно прекрасное воскресенье мы с сыном решили туда съездить. У супруга были дела, он не смог. Пришли на автостанцию, купили билеты, доехали до населия Света-Петка. Там же находится одноименный монастырь. А далее в горы по маршруту. Насколько я смогла понять кондуктора, у них там не было остановки, только на Островице, а она намного ранее, туда вдоль дороги по каньону идти опасно. Мы ехали не на Ниш-экспресс, а на Еремич-Привоз, что в дальнейшем оказало влияние на принятие моих решений. Градиштанский каньон – одна из 4 частей Сечевачки ущелья и часть долины реки Нишава, образовавшаяся в результате интенсивного врезания ее русла в скальный массив. Он расположен в 20 километрах к востоку от Ниша, между деревней Островица вниз по течению и поселком Долоц вверх по течению. Его длина составляет около 5,5 километров. Ниже деревни Градишта каньон имеет глубину 260 метров, а на выходе возле монастыря Святой Петки Иверицы 360 метров. Флора и фауна этих мест очень богата. Дикая сирень, акация белая, которая на самом деле не акация, я об этом рассказывала в предыдущем видео. Шалфей, чебрец, ясенец, множество цветов семейства орхидные, пыльцеголовник, лимодорум, ятрышник и другие. Вы даже не представляете, какое было счастье встретить древесную черепаху. И даже не одну, а 2. Их пока мы больше нигде не видели, только в Сечевачке. Есть много змей, но, слава богу, ни одной еще не встретили. Мы шли по замечательной широкой дороге под названием Via Militaris. И после обзорной площадки я, поразмыслив, куда идти, взвесила все за и против и решила пойти дальше, по той же тропе, в сторону населия Градиште. Местность вся хоженая, судя по карте, испещрена тропинками. По моим планам, мы должны были сойти с тропы Via Militaris и уйти в сторону остановки, которая называется каньон Градиште. Она обозначена на карте, и я была уверена, что там автобусы останавливаются, в отличие от сомнительной остановки Света Петка. Если говорить о Via Militaris, то эта дорога была построена при императоре Нероне. Она начиналась к западу от современного Стамбула, доходила до Белграда, была связующим звеном между Востоком и Западом, использовалась крестоносцами во время походов, а также турками-османами в военных целях, в частности для нападения на Австрию. Вот она, захватывающая дух красота, ради которой мы шли. Наслаждаемся видами и слушаем, что же было дальше. Свернув с Via Militaris, тропа тоже была широкая, хоженая. Потом мы еще свернули вниз, и тропы, которая есть на карте, не оказалось. Мы стали пробираться сквозь деревья, здесь они очень густо растут, много кустарников непролазных, много с колючками, зарослей можжевельника. Я смотрю на карту, вижу, что дальше есть перекресток или развилка, и там пунктирная линия шире, значит там ходят больше. Убираю телефон, потому что батарея садится, толку от него мало. И вижу, что есть еле заметный намек, что перед нами кто-то проходил, либо зверь, либо человек. Едва заметно промята трава. Становилось тревожнее, потому что телефон садился, а без карты не выйти. Я то теряла этот след, то находила.
а потом едва сдерживала себя от паники, потому что в итоге уперлись мы в речку или ручей шириной метров 5-7, точно не помню. Там было воды по щиколотку. Я бродила с телефоном то в одну сторону, то в другую, пытаясь найти хоть какие-то следы, чтобы решить, что делать. В итоге загрузила себе сына на плечи, и мы прошли через нее вброд. Но там снова не было тропы. В тот момент оставалось, наверное, 10% на телефоне. Я позвонила супругу, чтобы объяснить, где нас искать, скинуть локацию. Потому что я уже просто реально испугалась, что не смогу найти дорогу и что мы заблудились. В итоге я выключила телефон, чтобы сохранить заряд, и стала двигаться в сторону деревни, примерно предполагая, где она может находиться. Через некоторое время я увидела сначала вышку. Это уже цивилизация, это счастье. Потом крыша дома. В общем, все закончилось благополучно. Только свербил один вопрос. Есть выход на ту остановку или нет? Но это уже другая история. Это мое последнее фото в тот день. Здесь я выключила телефон. А теперь наш маршрут на карте. Мы вышли практически у монастыря Свято-Петки и пошли вверх до смотровой площадки. Вот она зеленым цветом. Далее по Виа Милитарис двигались. Потом разветвление мы пошли вниз. И через какое-то время тропы просто вообще не стало. Вот тут видно, как я петляла. Пыталась найти и тропу, которая поменьше, и тропу, которая побольше. В итоге я выключила телефон, и мы пешком вышли, в общем, на Градыште. А оттуда нас папа забрал, вот где перекресток с родником.